Хорошее состояние, нормальное, двухсмысленное, и поэтому хорошее. То есть, когда нет согласия и четкого описания, нету каких-то явных причин, целей и средств к их достижению, когда существование какого-то медиума в некоторой мере является загадкой, почему оно до сих пор существует. То есть технически неадекватно по сравнению, допустим, с более современными видами производства образов. А вместе с тем существует и существует вроде как для самой себя, без каких-то причин извне. Поэтому стоит вроде как в стороне, не определена, не классифицирована. Раньше все было вроде как ясно, а теперь в новом контексте опять стало непонятно, зачем она, да и жива ли. То есть такое несогласие и не отсутствие какого-то консенсуса на ту тему, является вообще ли она чем-то адекватным в настоящее время, и нужна ли, и возможно ли, и существует ли. Для меня это является признаком здоровья. То есть, следовательно, вид искусства живой, если согласия нет. Потому что когда все распишут по полочкам и объяснят, как следует оперировать и с какими целями, то, казалось бы, должно стать легче и понятнее, а вместе с тем, наоборот, все умирает. То есть, на мой взгляд, это у нас одно из немногих живых видов искусства в настоящий момент. Ну, как я уже сказал раньше, довольно двухсмысленное положение она занимает. С одной стороны, нам часто говорят, что она умерла или умирает. С другой стороны, она вроде как есть, несмотря ни на что. Занимается она чем-то другим, не тем, чем все остальные медиумы искусства занимаются. Непонятны ее цели. Может, их и нет цели. Самодостаточная такая вещь. Трудно объяснимая, без какой-то явной пользы и цели, но в то же время явно необходимая, потому что не исчезает. Ее объявляют умершей, она не исчезает, ей больше не учат студентов, по крайней мере, во многих здесь художественных вузах. А они все равно ей занимаются, каким-то образом находят пути. То есть там есть какие-то технические довольно сложные вещи, которые надо все-таки научиться. Знаете, вы не станете играть на скрипке, не научившись. Не получится. То же самое с живописью. В этом она совершенно противоречит всем остальным видам искусства, которые в данный момент более считаются современными, адекватными, популярными и так далее. А меня привлекает именно вот такое ее состояние вне времени. Она не анахронична, она просто вне времени, вне вот этой конкуренции. Сегодня у нас вот видео важно, или там другие какие-нибудь new media, новые виды. Потом глядишь, вроде как уже видео немножко устарело, уже как-то смотришь на то, что люди делали лет 20 назад со своей технологией.
не особенно интересно смотрится. А тут, видите, оно не устаревает. Оно само по себе отдельно существует. И я люблю такие вещи, мне это интересно. Мне интересны вещи, которые нельзя классифицировать, разложить по полочкам, которые существуют сами по себе, и цель своего существования содержится в их внутреннем мире, в их форме. Я не искусствовед, поэтому мне трудно определить это более четко словами, но меня интересует в живописи именно вот такое достаточно мистическое состояние. Цели у нас неясные, средства несовершенные, нет какой-то процедуры для достижения этих целей. Потом нам постоянно говорят, что вообще все это не важно и не нужно, и не соответствует, и неадекватно. А вместе с тем продолжает существовать и продолжает чем-то интересовать. То есть народ валом валит в музей смотреть на картины. Зачем? Что-то, видимо, есть. Вот это что-то, оно, к счастью, не определяется достаточно хорошо словами, потому что живопись – это, на мой взгляд, такой визуальный язык. У него есть своя грамматика, свое словообразование, морфология. И она занимается в основном такими вещами, которые трудно определить словами. Следовательно, это визуальный язык. Визуальный язык, который никто не знает, но он всем понятен, более или менее. То есть оперировать в таком довольно расплывчатом мире трудно, но интересно. А вот для меня живопись занимает такое место. Medium is a message. Ну вот это, по-моему, как раз самое главное, чем живет живопись. Рубенс написал цикл картин из жизни Марии Медичи. Второстепенный тиран времен Ренессанса в Венеции. Жизнь ее и достижения довольно сомнительные достижения, сейчас никому не интересны. Однако цикл картин существует, потому что картины сами по себе замечательные. То, что на них изображена Мария Медичи и ее достижения, никого уже больше не волнуют. Кейт Колвиц в Германии рисовала классовые битвы рабочих в Германии 20-х годов. Кому они сейчас интересны? Да и вот российские соцреалисты тоже рисовали по всяким заказам. То есть рисовали извне. Месседж к нам приходил снаружи, а мы его уже так, как могли, обрабатывали своими силами. Потом получалось нечто, что вроде как имела такую явную цель и причину для существования, и, следовательно, за это можно было заплатить, это можно было людей нанять, чтобы они это делали. А вместе с тем сейчас, вот через некоторое время, оказывается, что вот эти вот самые официальные первые цели и их достижения уже никого не интересуют. Однако произведения остались, и как были интересны раньше, так и остаются интересны. То есть, следовательно, как выяснилось, интересны они были не заказом, не причинами извне, а сами по себе. И в отличие от многих современных других видов производства образов или искусства, если вы хотите,
Живопись обладает таким замечательным свойством, что в ней есть визуальный аспект, который самодостаточен. И когда все остальные месседжи, так сказать, отцветают, он остается. Он всегда был, просто раньше было много статика, белого шума, жизнь Марии Медичи. А теперь остались одни картины Рубенса, и они просто замечательные. И вот люди ходят на них смотреть. То есть в этом смысле medium is a message. Я не знаю, как охарактеризовать в России. Я довольно плохо знаком с молодым поколением, давно там не был. А здесь, в Соединенных Штатах, где я живу, люди занимаются, молодое поколение, живописью. Они часто не знают, зачем или вопреки чему-то ей занимаются, но занимаются довольно много, и она не исчезает. Но вообще, мне кажется, вопрос этот неправильный, потому что она не поколениями идет. Это, знаете, у нас средние школы выпускают учеников поколениями. А живопись это такая вроде как река. Знаете, она течет не какими-то дискретными порциями, а просто течет. Время от времени на ней появляются какие-то волны, какие-то моменты интересные, события. Но все течет. То есть я не думаю, что можно объединить людей хронологически, по крайней мере, художников нельзя в поколение, так же, как нельзя определять их географически больше. Вот у нас сейчас с появлением интернета и географические, и исторические такие способы классификации живописцев, по-моему, потеряли всякий смысл. Работают люди, рисуют, но то, что они делают, объединяется уже не поколениями или движениями или манифестами, а скорее каким-то внутренним диалогом, который, к счастью, у живописи можно вести с большим количеством других художников вот через абсолютно всю историю и повсеместно. Знаете, это такой вопрос. Вот я сегодня сходил к парикмахеру, подстригся. Было ли мне обновление? То есть снаружи вроде как выглядит все более прилично, а человек тот же самый. По-моему, с живописью более или менее то же самое. Говорить о обновлении, устарении, адекватности своему миру, о каких-то временных рамках, когда предмет отстает, нагоняет, не имеет смысла совершенно никакого, потому что мы все движемся в своих направлениях, и вот то, что действительно выяснилось, по-моему, в последнее время, это то, что мы все ведем какой-то внутренний диалог с собой, с друг другом, и ведем мы его визуальными средствами, то есть языком не словесным, а вот своим языком визуальным, который, в отличие от всех остальных языков, мы так до сих пор и не осилили, и, наверное, никогда и не осилим полностью. То есть можно изучить грамматику итальянского языка и даже совершенствовать ее, но грамматика визуального языка неизучима. То есть как только ее вроде как осилишь, так она продолжает развиваться. А таким образом она вроде как самообновляется. Она обновляется от художника к художнику, ни поколениями, ни направлениями, ни новыми философскими идеями, которые в нее вот
воткнули шприцы, спрыснули новую идею. Не поможет. Не надо ничего обновлять. Все прекрасно существует. Надо просто заниматься каждому художнику своим личным делом. И продолжать существовать вот в таком двухсмысленном мире, в котором мы себя находим, будучи живописцами. В этом и есть обновление.